Сегодня мы с вами поговорим о мстительных драконах Везнана. И на самом деле, эта тема меня очень вдохновила. Ту-ту-ту-ту-ту, стопэ. Это ведь уже было. Соряныч, не то. Ах да, вот, нашел то, что надо. Камера, мотор, поехали. Привет, друзья! Сегодня у меня для вас особенный десерт. Настоящее летнее искушение этого года. Имеющий леденящий душу вкус и обладающий настоящим морозным дыханием. И я говорю не о мороженке, хотя это тоже отличная идея. Я говорю о самом величественном драконе всех времен и народов. Сыне Джакулы и истинном правителе Севера, легендарном драконе Айскальде. Почему именно такая характеристика? Просто я безумно люблю этого героя, и он действительно могущественный персонаж. И когда я узнал, что Ironhide добавили Айскальда в свою новую игру Kingdom Rush Battles, я понимал, что получить этого героя будет моей приоритетной целью. Друзья, встречайте! Самый опасный охотник на людей, дерзкий и непокорный, настоящее стихийное бедствие во плоти, превращающее землю в ледниковую пустошь. Король Севера Айскальд. Данный герой выдается сразу на 7 уровне прокачки, имея в своем активе 5932 единицы здоровья и чистый урон в размере 752-902 единиц, атакуя при этом каждые 1,8 секунд. Обладает 2 постоянными способностями. Магический взгляд, увеличивающий на 5% радиус действия магических башен, а также усталость захватчика, с каждой атакой замедляя противника на 3%. А теперь давайте более детальнее рассмотрим все его способности и умения. Первая его способность – лавина. Восстановление каждые 26 секунд. Герой бросает во врагов огромный снежный ком, который катится по дороге в течение 4 секунд, нанося урон врагам в размере 752-1052 единиц. Вторая его способность, и, пожалуй, самая лютая и сломанная, это ледяные вершины. Восстанавливается каждые 15 секунд. Герой применяет заклинание, вызывающее из-под земли ледяные шипы, пронзающие врагов и наносящие урон в размере 301-601 единицы в течение 2 секунд. Но на практике, друзья, дело обстоит куда круче и намного убийственнее. Внимание! Перед вами чистейшее, хладнокровное, без грамма сочувствия, мгновенное убийство по области, независимо от того, сколько здоровья у врага. Для лучшего понимания всей прелести этого навыка хватает всего лишь 2, максимум 3 тычек, дабы сокрушить босса, в том числе и Улгукхая, урон которому по-хорошему можно нанести только в момент его сдерживания. Я не сомневаюсь в том, что этот момент пофиксят и все же зафиксируют конкретные цифры урона. Но пока что это реально оружие массового поражения. Третья способность – морозное дыхание. Восстанавливается каждые 12 секунд. Герой замораживает землю, уменьшая скорость передвижения всех врагов на 80% в течение 2 секунд. Ну и наконец, четвертая и последняя способность дракона – это ледниковая буря. Восстанавливается каждые 36 секунд. Айскальд на 6 секунд замораживает и оглушает все отряды противника, находящиеся в этот момент на карте, в том числе и главного героя нашего противника. На мой взгляд, как и в Vengeance, так и в данной игре, все способности Айскальда не просто смертельно опасны для врагов, а и максимально удобны и эффективны при любом построении нашей обороны на карте. К тому же, в данной версии Айскальд, в отличие от того же Vengeance, может наносить урон и по летающим врагам. Да блин, разве может быть что-либо круче? Подводя итоги, смело могу сказать, что Айскальд по праву считается одним из сильнейших героев всей франшизы Kingdom Rush, в том числе и данной игры. Ледяной дракон имеет невысокую скорость передвижения, но при этом способность летать значительно увеличивает его время жизни, так как урон нанести герою могут только лишь враги с дальней атакой и особые навыки башен соперника.
Особенно хорошо контрит дракона другой большой летающий дракон, а именно модификатор волны Зов Дракона. Это и банальная проблема всех драконов как данной игры, так и классического Kingdom Rush в виде слепой зоны. Два основных минуса, которые мне удалось выделить. Во всем остальном данный герой просто великолепен, и играть этим драконом сплошное удовольствие. И уж поверьте, заиметь такую мощную боевую единицу в своей колоде захочет каждый, так как участие Айскальда в противостоянии увеличивает шансы на победу минимум вдвое. Особенно с более сильным соперником. Именно этого я вам всем и желаю. А на этом все. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.